В РФ планируется поднять налоги для финансирования войны. Секретное подразделение Минобороны РФ. Вы смотрите новости с еженедельного митинга у посольства России в Лиссабоне. Сегодня 27 сентября, 14:30. 24 сентября издание The Bell со ссылкой на издание «Коммерсант», которое, впрочем, удалило материал, рассказало о новом прогнозе Министерства экономики РФ. В нем отмечается большее, чем ожидалось, замедление экономики и потребительского спроса. В гражданских обрабатывающих секторах выпуск продукции снижается с начала года, за исключением нефтепереработки. В тот же день издание The Moscow Times рассказало, что Министерство финансов РФ предложило поднять налог на добавленную стоимость в целях финансирования обороны и безопасности, а точнее войны в Украине. Напомним, что плательщиком этого налога является конечный потребитель. В тот же день министр энергетики США Крис Райт в интервью телеканалу Fox News заявил, что США готовы заместить в Европе все поставки российских газа и нефтепродуктов. 25 сентября издание The Insider со ссылкой на издание Bloomberg сообщило, что Индия просит США разрешить поставки нефти из Ирана и Венесуэлы в обмен на сокращение ее импорта из России, а также о желании увеличить импорт нефти и газа из США. 23 сентября телеканал CNBC рассказал, что при подготовке к Генеральной Ассамблее ООН секретная служба США выявила и демонтировала телекоммуникационную сеть из более чем 100 тысяч сим-карт в радиусе 56 километров от ООН. Хотя прямой связи пока не выявлено, эта система потенциально могла привести к отключению сотовой связи в городе, включая звонки 911 с помощью массовых звонков. 26 сентября издание The Insider со ссылкой на издание The Telegraph сообщило о первом выявленном случае вербовки несовершеннолетних в Нидерландах для целей шпионажа в пользу России. В тот же день издание «Медуза», цитируя материал газеты The Financial Times, рассказало об океанографическом судне «Янтарь», принадлежащем секретному военному подразделению Минобороны РФ. Такие корабли оснащены подводными аппаратами и другим оборудованием для подключения к подводным кабелям и перехвата данных с них, а также для установки взрывных устройств. Журналисты обнаружили, что в ноябре 2024 года «Янтарь» начал 97-дневное плавание вдоль маршрутов критической инфраструктуры у Атлантического побережья Европы. В тот же день издание The Insider, цитируя газету Extra Blooded, рассказало, что журналисты обнаружили российский военный корабль из состава Балтийского флота всего в 12 километров от острова Лангеланд. Он находился с выключенным транспондером АИС, из-за чего его было невозможно отследить по сервисам морского движения. В ночь на 23 и 25 сентября над Данией наблюдали беспилотники, сбить которые полиции не удалось. Россия не их собственность. Если вы хотите, чтобы изменения в России произошли, делайте свой вклад.